Виктория, ты в эфирном пространстве. Еще нет. Еще Хорошо. слышу шум. Хорошо, я посчитаю еще раз от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу из сектора интерферентов такая из портала торчит голова змеи. И она как будто бы хочет оттуда. Я так сверху смотрю на нее. А там, ну, как норка такая. И она вот так вот пытается как будто бы вот к сердцу добраться. И говорит что-то. Говорит, что она мне мстит. Да, энергия мести. И я вижу в этой змее, как, ну, вот эта история про Авеля и Каина, что Каин убивает камнем Авеля. И я вижу энергия Авеля, как шар такой сияющий, переносится в сектор интерферента. И я слышу, что так заложен эгрегор фанатизма, фанатичной ненависти и мести. И в основе лежит именно вот эта энергия Авеля. То есть эта ситуация была как началом создания этого эгрегора вместе? Да. И я вижу, что в этой связке тоже Каин есть. И Каин вот так смотрит, его взгляд, он вот так идет, как бы по кругу, по спирали идет, а его взгляд привязан к этому камню, которым он убил этого Авеля. Вот, и он идет, и в нем такая, я слышу, зависть. С одной стороны, а с другой стороны, вижу, что у него вот так и сердце, вот как спираль такая, к этому месту. Вот он ударил сюда по голове. Авеля, и считывается месть. То есть я вижу, что его сердце, сердечная чакра, но это не только чакра, это и воплощенный дух тоже, то есть все измерения, сердцем правильно говорить, да? Что это спираль, это месть, и она привязана именно вот к этому событию, убийства Авеля. И потом я вижу, как в этом эгрегоре появляются такие, как демоны, такие, но это лоскутки таких черных энергий магических. То есть это накапливающаяся энергия других людей, которые точно так же вибрируют на этих волнах и уже создают своих этих мысленных монстров энергетических. И они начинают там выплясывать в этом эгрегоре, и потом я вижу, как этот эгрегор наполняется кровью. Так,
Понятно, Виктория. Это находится внизу, вот там внизу. Мгм. А сейчас я вот посмотрела, и вот эта змея, она вот так тянется к Ольге, а Оля вот передо мной так ну, высоко стоит над этим всем. И в нее вот эта змея, которая там вот так, она вот именно в висок, в правый висок. Мгм. И я вижу, она как будто бы куснула, такой зуб у нее сверху один. И как игла такая прошивка. Да, это этот фильм я вижу в секторе магии. Такой экран, М. как будто бы, знаешь, такой, как советский экран, и такие помехи там идут. И Мгм. считывается этот фильм идет «Сладкая месть». И вижу, как правая нога Оли вытягивается, ну, как имплант такой, да, Мгм. черный. И вот где плечо правое, вот тоже туда все потянулось. И там в нижнем пространстве она вот так показывает мне ладонь, свою ладонь. На ладони такой лес, черная ладонь, на ладони лес растет. Мгм. А там ходят между деревьями, кто-то ходит, и как будто бы за ними хвосты такие, и запутывает. Филис, вот звучит одна Мгм. Филис. Вот. Потом какие-то глаза такие пум-пум. Э, М. Сергей. Так. Одна какая-то отрезанная. Вот так вот. Пищит, что-то не слышно. Стефани или Анна? Сейчас я спрошу. Мгм. Стефани отрезана. Вот, она отрезана, у нее такой, как будто тянется шлейф в сектор магии, но так вот отсечена. Вот. Мгм. Так. И вот это главное запутывание. И они между этими деревьями вот так вот этими ходят, а за ними такие шлейфы черные тянутся. Вот. А что обозначает, Виктория, этот лес? Генетическая память. Она Мгм. также считывается как вековая, передающаяся по наследству. Я слышу и вижу, что Мгм. это она передается вот прямо от этого Авеля. Мгм. А почему, Оно Виктория? считается как первое Да. убийство. Мгм. Мгм. Ты сказала, что этот лес находится на ладони. Почему это Это так? ладонь не э, Оли, а у нее вот так отсюда растет как имплант, такая черная рука. Мгм. И эта рука считывается как магический лес. И заканчивается вот так в нижнем пространстве, ниже горизонта. И там вот так она на ладони это держит. И там какой-то клубочек. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за клубочек. Он какой-то светлый, сейчас я посмотрю. А это Посмотри. Авель. Мгм. Они говорят, вот я вижу, что эти люди, которые ходят между деревьями, они как будто бы так буцают, ну, как мячик футболисты, этот Мгм. шарик. И он говорит, что передают его из поколения в поколение, из рода в род. То есть вот этот И шарик, да. да, это энергия Авеля, да, это я вот смотрю, слышу, убийство праведника, убийство праведника. Мгм. И ну, то есть там в этом шарике вся информация. И он показывает, что эм, он получил ее, он, ну, как бы, он появился в пространстве.
через этот телевизор. Он связанный с этим телевизором. М. Этот телевизор, это кино, это было как подготовка. Я слышу к серии убийств. И я вижу, что в этом секторе интерферентов м, такие сущности черные, и они вот держат Олю как будто бы за шею. Вот держат ее Мгм. вот так за шею. И один вот этот почему-то вот Сергей, он берет ее одной рукой за шею, держит, а правой рукой как бы наносит удары чем-то таким, как нож. Мгм. И это считывается, там много событий, и считывается это как серия убийств. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Адаптация. Я вижу, что когда Оля смотрела это кино, то вот она адаптировала, а вот к себе. То есть это неправильная рефлексия. Вот она стоит перед афишей, и я вижу эту афишу, и там человек как бы на одной ноге вот так. Мгм. Перекрестнутая. Да, да, да. И Мгм. она стоит и записывает что-то у себя, как будто бы на руке. Она это принятие к себе, то есть она это примеряет к себе. Это считывается как суперманипуляция. То есть Мгм. манипуляции считаются демоническими действиями. Здесь тоже как самовнушение, самоманипуляция. То есть навешивание ярлыков самой на себя получается. Так. Ну хорошо, Виктория. Давай тогда эти ситуации заморозим. Мгм. Вот. Найди в эфирном пространстве на счет 3 эфирное тело Ольги. Ольга. 1, 2, 3. Она звучит как Оля. Мгм. Я ее вижу. Энергосфера такая белого цвета, очень приятного. Теплота чувствуется. Ну, вытянута вверх. Мгм. Э, По бокам как бы сплюснуто. И сплюснуто именно вот этой черной энергией. И это выглядит как будто бы мужское плечо. Вот я посмотрела, а оно идет. Там Сергей, как будто бы он с правой стороны, такое большое плечо подпирает ее. Мгм. И слышу, отыскал. Мгм. Хорошо, Виктория, считай эфирное ДНК. Ольга ли это? Да, это она, я ее вижу и голос даже слышу. Спроси у Оли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает и показывает вот эти все, что я там описывала, оно в таком пространстве, как будто бы мешок. И она говорит, что устала это носить. И говорит, что устала ненавидеть. Мгм. Так. Да, Виктория, посмотрим вот эту ситуацию, когда Оля видела эту афишу с этим фильмом, вот эта сладкая месть, когда она приняла это на себя. Нет, это другая афиша. М. Она смотрела сериал «Сладкая месть». М. Вот этот экранчик, и он такой как будто бы растиражированный. И там считываются серии. А эта афиша, эта ситуация, она вот так висит отдельно, чуть-чуть повыше, в секторе магии. Мгм. А Оля стоит и притянулась вот у нее своей матрицей негативной. И она смотрит на это Таро, почему-то идет Таро. Мгм. И я вижу там, где под ногами сектор духов, ситуация, и я слышу, что она заказала сеанс. И вижу, как одна женщина
берет такую карту и поднимает вот так вверх, и у нее такой, как луч между бровей идет, и она эту карту вот так поднимает, и вижу, что этот ее такой луч от этой карты так преломляется и уходит в правую сторону, там, где вот эта магическая вся энергия, мести, этот эгрегор, где. И она вот так вот туда упирается, и потом какое-то зеркало черное появляется, такой овальной формы, и очень плотный, насыщенный цвет черный. Это такое, как дымка черная, как Мгм. змея такая, да? А вот это слышу люциферианский контракт. Мгм. Так, посмотри, Виктория, в этой ситуации, где находилась Оля, когда эта женщина брала эту карту? Она как будто бы сидит за столом, и это как будто не она сама пришла, а ее как бы программы пришли, да? Мгм. Оля, когда я смотрю, где она, а она буквально вот так я позвала, она из-за этих черных программ, из-за этого силуэта вот так выглядывает. То есть она как бы не руководила тогда своими поступками, полностью шла на поводу у этой матрицы. Мгм. Вот. Так. И в этом же на это же притянута вот эта ситуация. Я вижу, как он считывается архитектор тела, массажист этой, который ее считывает. Он тоже Так. вот находится вот в секторе духа. Физиотерапевт. Да, Так сказать. да. Мгм. Хорошо, Виктория, давай сначала посмотрим эту ситуацию. Ты сказала, что у Оли есть контракт, когда она была на сеансе Тара. Давай Мгм. посмотрим, на что Оля согласилась, когда была на сеансе. Мне не идет, что это было буквально на сеансе, оно как будто бы уже было. Мгм. И я вижу, Надеюсь. что сквозь это черное зеркало М. ее энергия, как сквозь сито, а, вот так проливается в нижний портал. Даже знаешь, как есть такая овощерезка с такими квадратиками. И вот это Мгм. зеркало такое. И раздробляется ее энергосфера на множество квадратиков. Она проходит сквозь эти лезвия. Вот так и звучит, как считывание и раздробление. И вижу, как ее энергия вот так, чем дальше проходит вниз, тем больше как-то рассыпается Мгм. по каким-то емкостям. И там такие сущности, как золотоискатели, улавливают эту ее энергию и вот так как сортируют. Вот такие движения делают, как золото отмывают. Да? Да. И я вижу, как эта сущность. Сейчас я рассмотрю эту сущность. Мгм. Что это за сущность? Виктория приказывает из сущности убрать все иллюзии, зеркала. Кто она такая, приказываю ему отвечать. Что-то мычит. Говорит, Хорошо. мумификация выглядит. Ну, это дух, это не Мгм. сущность, Хорошо. сущность. Заморозь, Виктория, посмотри, Ну, что сейчас, это. одну секундочку, сейчас. И он Да. вот Мгм. эта программа мумификации. Вот, мумификация. Вот то, что э, она говорила, Оля говорила, что ее вот так как бы сводит в плечах, да? Это вот как Мгм. раз и есть замораживающий эффект. Вот, и Так. вижу, как он вот так вот делал, и собралась такая одна, как жемчужина большая, сияющая, и там ее лицо.
И он отправляет ее энергию вниз. Она покатилась по каким-то инструментам и Мгм. прямо к какой-то сущности в левый карман, вот там, где левое бедро. Хранитель. Хранитель кодов ДНК. Так. И я вижу, Что? что это выглядит как силуэт большого, огромного колдуна с таким колпаком. Мгм. Что это за хранитель? Что это за энергия? Он пропечатывает эфирное ДНК. Вот куда-то он впечатывает Мгм. в межпространственные связи. Ага, я вижу, что это как нейронная сеть магическая антимира. И он как бы э, подживляет точно так, как, например, деревцо подрезают и могут другую веточку туда привязать, совершенно другого дерева. Мгм. Ну, на яблоньку, грушу, например. И я вижу, как он буквально, оно считывается, вживляет ее живое эфирное тело в деструктивный эгрегор убийства душ. То есть я вижу, что этот эгрегор мести — это и есть как бы отделение общего эгрегора уничтожения душ. Мгм. И они завязывают человека в эти спиритические ритуалы для того, чтобы вот забирать эту энергию. Мгм. Виктория, спроси у Оли, когда она позволила, когда она дала это ее эфирную ДНК, когда она позволила это сделать? Ну, вот тогда, когда она заказала этот сеанс Таро, вот эта Мгм. женщина сидит, она как-то то ли Лина, то ли Лия, то ли вот так как-то там звучит вот так вот ее Мгм. имя. Вот. И она вот так смотрит на эту карту, и звучит, что в этот же момент пропечатывается ДНК Оли, но ДНК не эфирного, просто отдельно тела, а всего ее сознания и физического тела в том числе. И это способствует ее психосоматике на физике, и она ощущает это как сжимание и вот эту форму. Одна нога поджата, то есть не стоять двумя ногами на земле, образно говоря, а вот этот имплант, который у нее есть, на ноге погрузиться в эту магию. То М. есть правой ногой, которой мы должны делать правильные решения, Шаги. Мгм. да, шаги потом, да, решения, потом шаги, действия, то это получается как программа, паттерн, который заставляет человека потом ходить по этим магическим кругам. Мгм. Посмотри, Виктория, на что Оля согласилась, когда заказала этот сеанс? Ну, вот именно она показывает вот этот имплант на правой ноге, от бедра идет, окутывает оба бедра. Мгм. И вот это, что она говорит, спит как-то. Мгм. Со скрещенной ногой. Мгм. Так. Это А. было закрепление эффекта, а где-то там еще есть другие контракты. То есть это как промежуток такой. Мгм. А там энергия еще пошла ниже. И Смотри, вот этот Виктория. Мгм. хранитель.
То есть это так работает эфирное пространство, которое одномоментно, оно во всех измерениях прописывается. Измерение Мгм. физического тела, пространства, времени, ну и других пространствах, пространства духа. И их много. Мы можем вот это разделять, да, пространство действия, пространство решения, пространство мысли, пространство чувствования. То есть это как отдельные ячейки сознания. Мгм. Оно так группируется. Решение к решениям, мысли к мыслям, энергии к энергии. То есть там очень, оно вот так сбалансировано, и вот так, как будто бы это рояль, это инструмент. И оно все не статично, а все играет туда-сюда и перекатывается с одного места в другое. Мгм. Виктория, спроси у Оли, зачем ей нужно было заказывать этот сеанс Тара? Она говорит, показывает, что она вот берет эту карту и вот так приклеивает к себе к колбу и говорит, что ей нужно стать как младенец. Это уже звучит пару раз. Мгм. А зачем ей становиться как младенец? Спроси у нее. Она говорит, мой папа и мама отказались от меня. Говорит, они предали меня, нерожденную. Мгм. Говорит, у них был конфликт, она показывает. Они разругались, говорит, перед моей смертью. Мгм. И такой поток энергии уводит мое внимание в сектор магии. И я Мгм. вижу, такая очень негативная энергия идет именно от отца. А мама беременна, Мгм. а она маленькая, вот такая малюсенькая в животе у мамы, и говорит, я родилась мертвой. И так, да? Мгм. То есть я вижу, что она не умерла, но вот этот страх смерти ее настолько сковал, что она это, а, вот этот факт смерти несостоявшийся прописала в своем пространстве как Мгм. состоявшийся факт. И Оля говорит, что мама убила меня преждевременно, Мгм. не дала мне Спроси. родиться. Мгм. Спроси у Оли, что она почувствовала, когда мама ругалась и не хотела ее рождать? Ну, я вот это рассказываю Мгм. все, что она, вот это, Страх. она, вот этот страх и вот это, Мгм. то есть нерождение свое, убийство, вот она это прописала как состоявшийся факт. И именно вот это, Мгм. оно считывается от матери, вот от материнского сердца, а вот так вот к ней шел такой блок а, ненависти к жизни. М. И именно это в этот момент я вижу, что мать сама была подключена к эгрегору, вот где этот эгрегор месте, где был э, э, Авель, что я смотрела в начале, и привязала свою дочь. Я вижу, как от ее сердца пошла энергия черная, как кинжал, в Мгм. ее лона, именно там, где развивалась малюсенькая Олечка. А все бурлит так. Мгм. И она говорит, я живая, но мертвая. То есть это как обреченность, Мгм. страх, обреченность.
неверие в себя, возможность выйти живой из ситуации, обреченность опять звучит, Мгм. предрешенность, обреченность, то есть вот это как судьба, рок, Мгм. неотвратимость судьбы. И именно эти энергии стали как замком, Мгм. который вот эти ключики все притягивал, как магнит этой магии. Мгм. Виктория, спроси у Оли, видит ли она сейчас эту ситуацию, как она на нее повлияла и какие последствия к этому привело? Каким последствиям? Да, она видит и показывает, вот ищет эти свои записи, бумажки, что написала перед сеансом. И я вижу, как ослабевает вот этот имплант с Мгм. правой руки, буквально сползает и показывает этот, и он вот так отламывается, как накладка такая, и одновременно отламывается этот имплант с ноги. То есть это энергоинформационный имплант, который сформировался вот на основе ее вот этих решений, которые она, этих чувств негативных, которые она чувствовала. Вот. И она показывает вот эту руку. Мгм. И да, то есть это вот э, принятие вот в тот момент, когда она согласилась вот чувствовать себя мертвой, связанной в этой матрице жизненной, негативной. И она говорит, мой лес воспоминаний, и вижу, как из руки, а, то есть этот имплант, он как исчезает, как дымка так растворяется, а здесь образуется такой шар. Мгм. Я ей передаю, что она сейчас может зайти в тот момент, когда мама хотела ее убить, сделать Ага. аборт, но она не сделала. Пусть она возьмет эту маленькую девочку и наполнит. Я вижу, как она слезы как будто бы ей вытирает. Пусть она наполнит жизнью, гармонией, покажет, что она жива. И все эти ситуации покажет, когда мама и папа ее любили, и она родителей любила. Пусть наполнится этим светом, радостью. Вот я вижу, как родители радуются, как она делает первые шаги, как она вот бежит, начинает ходить. Вот. Мгм. И я вижу, как она, вот рука ее становится так, как шар такой сияющий. И она буквально вырывает эту руку. Я ей передаю, чтобы она сейчас выталкивала с своего пространства все эти низковибрационные энергии, она жива. И вижу, что вот буквально каждой чакре как бы привязаны такие нити черные. И они так утягиваются, уходят. Да, передаю, чтобы она родителям передала, что она их любит, прощает. И Мгм. вижу, что она выходит с этой ситуации, вот как крылья поднимается вверх, и что-то стучит, и вот так дрожит, как голова, где голова стучит, как, знаешь, как крышка Мгм. в кастрюле, когда Пар. кипит вода, пар, да. Ага. Сейчас я посмотрю, что это Что такое. это было? Мгм. Оно считывается колесо жизни, и я вижу, что там такой вот этот инструмент, который я видела в эфирном пространстве. То есть то, что происходит у человека в его личном пространстве, то же самое прописано и в общем пространстве. Вот. И я вижу, как это все изменяется, и она берет эту крышку, так называемую, этот имплант, а там такие приборы разные. И вот его так переложила, как в сектор магии. И я вижу, что там такие 4, как же они, шарниры такие 4, как Мгм. эти, знаешь, есть такие шарик, и оно там Коленная так, чашечка примерно как.
Мгм. Ну, такие там шарики, как шарниры считываются. Да. Их 4. И Мгм. вот первый, который вот самый яркий, он почему-то опять звучит как Сергей. Завязанная карма. Мгм. Так, эта конструкция, как влияет она на Олю? Она приняла ее до рождения и повлияла на жизнь так, что она завязала кармические эти узлы с этими людьми. Потому что Мгм. она могла с ними не встречаться и это все не переживать. Мгм. Оно Хорошо, считывается как чужое, ненужное, Мгм. А, конфликтное. Хорошо, Виктория, найди тот момент, когда... Подожди одну Да, секундочку. жду. Я ей Мгм. передаю, чтобы она имплант выбросила с своего пространства, сожгла, выталкивала, и все эти чужеродные энергии и связи с этими людьми, и пусть она это все очистит, все её пространство и исцелит. Мгм. И, ну, чтобы не оставалось это в ее пространстве. Да. И пусть все на аннигиляцию это чужеродное, отжившее, удаляет и закрывает все порталы. И я вижу тот момент, когда она внутри в животике у мамы, и там хозяйничает, как Мгм. будто ходит там, выстилает себе место и говорит: "Мама, я живая". И так себе Мгм. спокойно там как будто ложится в постельку, знаешь, отдыхает. Мгм. О, все хорошо сейчас уже, да? Сейчас можем Хорошо. продолжать. Пусть Эля заберет все ее отпечатки, вот этой ее ДНК, которые привили в чужеродной матрице. Пусть она забирает всю ее энергию, потенциал. Сейчас я снова попадаю в тот момент, где это Таро, где этот Мгм. сеанс. Я ей передаю, что Оля может, вот она, вижу, достает как будто бы такую копеечку Мгм. из, как будто бы из штанов с левой Мгм. положила. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет отменить. И я вижу, как она это отменяет и стоит перед этой афишей и разрывает эту афишу Мгм. напополам. И я вижу, как она свою энергию как будто бы впечатала в эту афишу. И она отрывает свою энергию. Я ей передаю, чтобы она отменила решение сравнивать себя с этими Таро, идентифицировать. Пусть забирает свою энергию. Я вижу, как она этой рукой. Зачем этот имплант нужен черный с такой длиннючей рукой? Он, с одной стороны, как бы связывает человека с нижними мирами, да, самыми жуткими местами, но с другой стороны, это тот портал, по которому человек может пойти и найти свою божественную душу, отменить и при этом же получить свой собственный опыт. И вот Мгм. она это делает. И я вижу, как ее плечевая сердечная чакра считывается, оживает, и она вот так вот как распрямила плечи, и там вот между лопатками как хрустнуло у нее, и там я вижу такой, как будто клинок, нож такой, как будто бы Мгм. сзади на спине, такой черный. Слышу магический контракт. Он выглядит как нож, с крыльями, с такими корявыми черными. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за контракт магический такой. И опять я вижу, слышу Сергей, и опять я вижу, как он ее как будто бы душит, левой рукой, а правой как замахивается и как бьет ее в сердце. Мгм. Сейчас я Тут его заморожу, приказывает. посмотрю, что Мгм. это такое. Мгм.
Я вижу момент, когда они знакомятся. Она протягивает руку, ну, как бы приветствие, Мгм. он моментально ее загипнотизировал. От него такая, буквально через ее глаза, как вспышка черная. Считывается, что он ее поразил этим взглядом, и сразу же левой рукой как будто захватил ее эфирное ДНК за шею и там где-то внизу пригвоздил. И говорит ей, что он убьет ее. И как будто бы привязал на жертвенный такой, как на камень какой-то. Ну, Мгм. как распял как будто бы. То есть, Мгм. считывается, загвоздил. Сейчас я его с ним поговорю. Мгм. Да, он использует гипноз. Считывается магия предков, интуитивное мышление. То есть он как бы движим своим внутренним духом. Это как у цыганей этот есть гипноз врожденный, да? Мгм. Это духовная ДНК. Точно так же у него это. А Оля смотрит вот так на эту руку и видит, что вот этот лес, он считывается, что замыкается. Мгм. Там это Что это какая-то обозначает? звезда Да. появляется, ну, как пятиконечная, и почему-то говорится, что замыкается. И она так смотрит на эту руку, и я вижу, как она вот так вытаскивает этот его взгляд. Я ему передаю, что он вторгся в ее личное пространство, и пусть она ему приказывает убираться Мгм. и забирать всю его энергию и карму. Я вижу, как она захлопнула дверь изнутри, вот в сектор магии. Он стучится, а я передаю ей, что она может сжечь, уничтожить эти все энергии. И когда она это делает, поднимается вверх, и с нее сползают как множество таких нитей. И разрывается вот эта нить между двумя вот этими суставами тазобедренными. И отваливается этот имплант из правой ноги. Она поднимается вверх. Мгм. Когда она поднимается вверх, то я вижу ее живот. И такие коротенькие ножки, импланты такие. И Мгм. живот такой большой. И в животе, ну это в эфирном плане, подключка к пупку черная тянется в сектор интерферентов. И в секторе интерферентов вижу ребенок, который внутриутробно находится и так делает эти движения. Пальчик. Мгм. Вот. Я сейчас посмотрю. Что это за И ребеночек? Да. это Оля, и она говорит, что они меня украли еще до рождения. У моей мамы и папы. Я вижу, как мама с папой ссорятся. И Мгм. я вижу, что когда у них понижается энергетика, то понижается энергия и у ребенка. Мама решает ее убить. И именно вот этот блок, а, вот он находится пока еще в секторе интерферентов. И на этот блок, именно на это предательство и этого жертвоприношения вот, ребенка как раз Мгм. и притянулся этот упырь. Он так и звучит, упырь. Мгм. Так. Спроси у Оли, почему она то есть, почему она не постояла за себя, позволила
Она эта говорит, ситуация? что она маленькая, и от нее ничего не зависит. И показывает на сектор Первотворца, который закрыт, как будто бы ее отец вот так встал и плечами своими закрыл вход в свет Первотворца, закрыл ее будущее, Мгм. кинул тень, я слышу. Вместо того, чтобы защитить, он кинул тень. И вот энергия от него агрессивная идет. Мгм. Так, приказывает отцу отвечать, что он делает в личном пространстве Оли. Он говорит, что он ее наказывает. И я вижу, что этот блок вот, до Мгм. рождения привел к этому, к той ситуации, где он ее вот бьет ремнем, Мгм. говорит, что наказывает. И я вижу, что эта злость, у них общий этот блок, и у нее, и у него, потому что и у мамы, то есть вот эта троица, триада, Мгм. да, которая запустила весь этот механизм, и маховик оно считывается. Жертва, насильник и наблюдатель, да, который вот оно кружится, вот так он и есть. Я Оле передаю, что она может отменить это решение, чувствовать себя подавленной, мертвой, она живая, потому что это ложь, она жива, ничего не произошло. И я вижу, Мгм. как она из сектора интерферентов встает, ну там такой ребеночек, ого-го, огромный, Мгм. встает, ну такой, как малышек такой внутриутробный, и так что-то смотрит в какую-то отверстие черное. Мгм. Что, Сейчас я ее спасибо, не спрошу, зач. куда это Мгм. она смотрит. Она говорит изъян. И я вижу, что там такой тоненький-тоненький проход, и куда-то еще ведет в более глубокие слои. И там такая сидит, как лягушка, с глазами и с длинным языком. Мгм. Что это за лягушка? Что это за энергия, Виктория? Э, Она считывает ложные воспоминания, Мгм. и от этой лягушки идет сектор магии еще такие подключки. Мгм. И я вижу, что когда эта женщина смотрит на эти таро, когда этот физиотерапевт сканирует ее, когда другие делают сканирование, то они как бы навязывают ложные воспоминания. Вот она смотрит на афишу, то есть восприимчивость к гипнозу, повышенная восприимчивость к гипнозу. Мгм. Я сейчас ее спрашиваю, вот именно это произошло вот внутриутробное пространство. Я ей передаю, что она сейчас сильная и может управлять ее личным пространством. Пусть она найдет свой духовный центр, и она смотрит, и вот он, где седьмая чакра. Мгм. Вот. Так что. Я ей передаю, что она живая, и это все ложь. Имеет значение только то, что сейчас происходит. Факт, она живая, здоровая, красивая, успешная. Вот. А все остальное это просто Мгм. Пусть Оля ложь. отличит эти энергии, то, что принадлежит ей, соответствует ее божественной энергии от чужеродных энергий. Она снова отрывает это все и говорит: "Ах вы гады! Мгм.
как бы ругается с ними, что они ее не пускали. Я ей передаю, что она просто может освобождаться и отдавать карму за вторжение в ее личное пространство и передать информацию по ее чистой божественной нейросети, а, по матрице жизни, ее родителям и всем ее знакомым, всем информацию о ее освобождении, а все негативное, чужеродное, которое пришло с чужих пространств, с пространств смерти, пусть она отправляет туда, откуда оно пришло, вместе с кармой и с последствиями. И я вижу, как отец так шух, и вот это плечо ушло. Вот оно что, вот это самое первое плечо, что я видела, помнишь? Мгм. Вот этот Сергей, который вот притянулся на это, и вот он уходит. И я вижу, она отменяет этот момент знакомства с этим Сергеем и как бы ладонь свою вот так прячет. Все. Я вижу, как Мгм. она закрывает это, считывается портфолио. Все. И эта подключка вот так уходит. Хорошо. Пусть Оля призывает ей частички души, потенциал, энергии, отсоединяет от чужеродной энергии, очищает. Да, это происходит, и я вижу следующая ситуация. Она сидит как будто в кабинете, и приходит женщина Мгм. молодая, открывает дверь и как-то так ногами путает странно. Филис звучит. Мгм. Наследница своей матери. Ну и вот так ноги, знаешь, как-то запутаны у нее. Вот так она пришла и положила на стол. У нее такая правая рука черная и такой этот, как шар какой-то положила черный на стол перед ам, Олей. М. И сразу там в этом шаре прозвучало Виктория. Давай посмотрим, что это Посмотри, такое. Виктория, что это за шар? Мгм. Что это за Я энергия? вижу, что в этом шаре сверху он черный, а внутри такой, как спираль такая сияющая. И вот именно там звучит Виктория, и оно вот так, эта спираль идет как будто бы сверху, вот так вот вниз. Опять эта черная энергия, там звучит Филис, Виктория. И я считываю информацию, что в этот момент завязался аспект спасения ее души. То есть именно с знакомства с этой женщиной М. возбудило в Оле вот это чувство, внутреннее чувство, желание освободиться, выполнить миссию спасения души. И Оля говорит, что это была как бы последняя капля в ее исследовании Мгм. нашего мира. Что это за исследование? Спросила Оля. Ну, она вот говорит, что она пришла не просто так. Она говорит, что пришла с ревизией, что Мгм. она родилась, пришла с ревизией, говорит, Так. своего разумного потенциала. И я вижу, что она дошла до определенной точки. Она считывается вот этот шарик, который принесла, так как точка невозврата. Мгм. Но вот эта миссия ее божественной души, которая была прописана нами, вот эта система очищения, она как бы звучит как возбудила. Мгм. Да, то есть она вот как бы дошла. Ну, это всегда так вот, я вижу этот. Почему это так? Ну, чтобы человек, например, тонет в речке, да, то ему Чтобы он важно вернуться. оттолкнуться от дна. Мгм. Как соломинку, да? Да, Спасительная. да, да, да. М. То есть и вот
дойти до дна, потом оттолкнуться ногами, чтобы всплыть. Вот точно так же. То есть это было, я слышу, чаша переполнена, восполнена, чаша вот этого негатива. И в этот момент она сделала правильный выбор. Ну, вероятнее всего, что это еще было на уровне подсознания. Мгм. И Так. я вижу, что вот звучит Филис, и вижу, что Оля смотрит, как будто бы хиромантией занимается, смотрит ей в руку. И эта рука у этой Филис вот так начинает от ее взгляда рассветляется и начинает сжечь ее, этот шар, который она принесла. И она руку вот так отмахивает, это Филис, а Оля оборачивается и берет с полки какую-то книгу и положила перед собой и говорит, что именно Филис привела ее к спасению. Да, что М. она довела ее до глубины осознанности, и в этот момент она именно как бы отказалась на подсознательном уровне. Вот, и я передаю ей, что Оля Мгм. хочет отказаться от взаимодействия с этой Филис, вступать в ней в контакты для того, вот пусть оставит себе только опыт положительный, а все негативное пусть отправляет на аннигиляцию и эту подключку. Я вижу, что она как будто бы из уха вытащила подключку, как провод такой. Мгм. Да, и сейчас говорит, я ей не доверяю. Поднимается вверх. Я передаю Оле, чтобы она выталкивала все эти энергии, Филис, расторгала ее момент знакомства. Она вот так вот делает. Поднялась Мгм. вверх, другое совершенно пространство, и идет по направлению в сектор Первотворца. Считывается жизни. Я передаю Оле, чтобы она забрала, вот потому что проявилась эта сита с этими лезвиями, Ячейками. да, Мгм. чтобы она собрала и забрала все ее капельки разрозненной энергии, воссоединила все в целостный и убрала вот этот конфликт, который звучит в ее пространстве, наполнилась гармонией, любовью, счастьем, здоровьем и процветанием. И в этот момент я вижу, как этот имплант с плечей, как кинжал с этими крыльями, отпадает. Мгм. Звучит Сергей, и я вижу, что в этот момент она встает, считывается паперть. С этой паперти, где он ее там как бы пригвоздил, я передаю Оле, чтобы она собрала все ее энергии, отдала карму. Я вижу, как эта черная энергия к нему возвращается. И вот эта звездочка, которая возникла, она вот так скукожилась. Так, какая-то Анна. Мгм. Звучит где-то. Анна тоже сетевого маркетинга. Да, у нее подключка почему-то именно в промежности. Я вижу, Мгм. что Анна как будто бы взяла такие ножницы большие и между ног вот так разрезала пространство и втыкнула как бы в женские органы, как какой-то инструмент, как груша такая, Мгм. как резиновая, коричневая. А она вот так как бы как помпа. Вот, и сейчас я посмотрю, Что, что это что за это штука. она делает? Мгм. Но почему-то Анна находится по отношению к Оле в секторе
интерферентов. И именно эта трубка тянется из сектора интерферентов. Так. А кто хозяин этой трубки? Хозяина приказу проявить согласно эфирной ДНК. Я вижу, что там какая-то сущность, как будто бы ее гладят по голове, и она так прижимается, и такие, как волосы белые. Тут вот такие, сейчас я посмотрю. Мгм. Ага. Это считывается как замазывать, зализывать, замыливать. Мгм. Так. Пыль в Ага. глаза пускать, вот так вот. Мгм. Так, а что происходит вот по отношению к Анне? Анне приказываю отвечать, что она делает в пространстве Ольги. Она говорит, что она заглядывает внутрь Ольги. И я вижу, что она буквально как будто бы внутрь. Вот оно что. Внутрь Творца. То есть вот эта творческая а, чакра рождения. Мгм. Чакра рождения творения. Я вижу, что эта подключка, она вот э, и вижу этот блок в виде таких рук черных, и пальцы левой и правой руки вот так переплелись, как макраме. Вот, и я вижу всю конструкцию творения, творчества в системе Оля, и вижу, как вот этот внутренний экран, который связан и с сердцем, да, желание, видение, и уже оно все вместе вот так вот, да. Мгм. Я слышу живот. Именно с этим связано, что у нее рос живот, потому что искажение считывается, искривление реальности. То есть Оля, благодаря связям с этими людьми, с их матрицами, и когда она себе не доверяла, доверяла этим магическим ритуалам, то она исказила реальность. Вот я слышу искажение реальности. И когда человек, вот Творец искажает реальность, то искажается в нем вот этот механизм творения. Мгм. И у Оли он как будто бы стянут. Вот энергии вот оттянут вниз, как будто бы стянут вниз, считывается деформация Творца. Так, Это понятно. Творец, который рождает деформированную реальность. Так, а зачем это Анна заглядывала в творение Оли? Зачем ей это Она было говорит, нужно? что там, что там плод. Она притягивалась не на жизненное, не на радость, потому что наша матрица, она вот в сердце и вот здесь, да, а Мгм. негативная матрица, она вот именно привязана вот больше к нижним чакрам, потому что там более низковибрационные энергии, и там именно акт творения, и их интересует как бы перекосить вот этот. И тянутся они не на радость, не на умственные какие-то параметры, а именно на искажения, которые закладываются до рождения еще, на Мгм. изъяны. И она вот, я вижу, как она притянулась на этот изъян. Вижу, эта девочка маленькая с этим, как будто бы пальчик сосет. Она на блоке притянулась. То есть на эту негативную жизненную матрицу. Мгм. И считывается, что она подставляет Олю. Что это значит, подставляет Оля? Я слышу, уличает в убийстве. То есть она подсиливает вот эти блоки. Вот вижу, Мгм. как этот Сергей, который уже урывками такими, обрывками замахивается. Ну, это
Он специально этого не делает, но его дух так ведет. Мгм. Так. Спроси у Оли, видит ли она, что это Аня находится в ее пространстве, что она делает. Да, она говорит, что видит, и говорит, что Аня ее уколола. И показывает правую руку вот здесь. Говорит пересечение дорог. Сейчас я посмотрю, что там. Она говорит, что могла с ней встретиться, могла и не встретиться, но притянула именно вот своими шаблонами мышления. Вот это я мертва, то есть вот этим всем. Угу. Так, спроси, скажи, что Оля ее рационально хочет отказаться, пересекаться с этой Она говорит, да, Анной. я знаю. И берет, Оля берет, и эту занозу, вот этот нож черный, он такой Мгм. маленький, вот здесь, в правой руке, вытаскивает. И эта Анна вот так, как на пружинке, отвалилась, и я вижу, как энергосфера у Оли вот так, ноги как будто бы срастается все, и эта штука выходит коричневая. Энергия предательства, фашизма фактически. И я передаю Оле, чтобы она отсоединилась от этого эгрегора, от этой Анны и от всех людей. Пусть выталкивает все чужеродные энергии со всех Мгм. времен, обстоятельств и забирает всю ее жизненную энергию, творческую, возвращает ее здоровье. И она поднимается вверх, как ангел, вижу, опять забирает эти свои, считывается, ядрышки Мгм. души. Они вот так выходят сквозь сито это. Вот, я передаю, чтобы она убрала это сито. Вот оно так опять в секторе магии, чтобы она разрушила этот механизм отбора ее энергии. Она запрещает отбирать кому бы то ни было ее энергию, пользоваться ее творческим потенциалом. Я вижу, как она изнутри как будто бы вывернулась, как наизнанку, и смотрит на себя, и говорит, я стала живой. Это процесс перерождения произошел. И она смотрит, у нее торт такой. Мгм. Считывается исцеление изнутри. Я передаю Оле, чтобы она вернула целостность, гармонию, здоровье, процветание всем уровням ее сознания, физического воплощенного тела, во всех Мгм. измерениях. И Так. я вижу, как она выходит из, как будто бы из темной воды, такая темная вода, вот этот сон, который, и вот эта ярко-зеленая вода, и там это дерево, и она с этого вот так выходит и говорит, я же говорила, и берет вот этот мешок, который заморожен, в котором мы это все работали, это и есть это вот болото, Мгм. и она говорит, я же говорила, что я все смогу, и снимает такие как башмаки черные, с ног и с рук такие считываются наперстки, такие импланты, которые вот все ее это привязки к эгрегорам, к эгрегориальным структурам. Она все это вот снимает. Я ей передаю, чтобы она забрала и вернула себе всю ее жизненную энергию творческую, восстановила кон Творца в ее пространстве и услышала, как зашипела змея, и вот от сердца вот так просто ее как выбило ее фонтаном энергии. И передаю Оле, чтобы она полностью отсекла все привязки к любым магическим эгрегорам, расторгла это, эти все контракты, потому что она Мгм. этого желает, по этому пути идет и доказала свою чистоту
Мгм. И вот я вижу ее, она вот как ангел стоит, вся легкая такая, в таком легком платье. И такой ветер на нее дует. Она в таком девятое какое-то пространство, измерение девятое. На нее дует ветер, а одежды как будто бы из легкого шелка колышутся, и крылья такие легкие. И на нее этот ветер дует и сжигает буквально эти на крыльях, которые есть еще темные энергии. И Мгм. этот ветер так дует, а она энергетический ветер, она так стоит, как будто глаза закрыла, подставила лицо, а этот ветер буквально как будто бы выжигает. Что это за ветер такой? Посмотри, Виктория, что это за энергия на нее дует. Она считывается жизненная энергия, и это как Вселенная, считывается вот жизненный опыт, решение быть живой. Она включилась в общий процесс очищения Мгм. всего живого пространства, и все то живое пространство она связала с этими божественными душами. То есть и это так работает божественная матрица жизни. Она все оживляет и помогает от всего негативного избавиться. И я вижу, как Оля берет и вот этот мешок, который был большой, теперь маленький. Этот эгрегор власти над душой. Мгм. И она его вот так Хорошо. стряхнула, одну Мгм. минуточку. Она Да. его вот так стряхнула, и там он прорвался, этот мешок в одном месте, и такая огромная энергия, такой шар большой поднимается вверх и увеличивается, увеличивается. И там ее энергия считывается. Это все потерянные ее частицы, они были соединены между собой общей матрицей сознания, и поэтому вот я вижу, вот здесь у нее как будто свет вот так вот светит, такой, ну, вот мягкий такой. Это то решение быть целостной, и оно как будто бы не вот так раз и собрал все вместе. Мгм. Я передаю Оле, чтобы она вернула только те энергии, те настройки, которые соответствуют ее божественной душе, рожденной по конам Вселенной изначально, а все чужеродное пусть отправляет в портал, оставит только опыт и свое решение выбирать всегда правильно, все те решения, которые приводят только к жизни, гармонии, процветанию. И опять звучит «Я живая». И стоит такая красивая, молодая, ее лицо молодое, и от нее как будто бы поет такая мелодия, и которая звучит как она говорит «я живая». Но не говорит, а поет. Мгм. Звуки идут, как будто бы это такая симфония такая. И я ей передаю, чтобы она восстановила коны Творца и очистила все ее живое пространство от всех подключек, привязок. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Что ты сейчас видишь? И я вижу, что она поднялась вверх, и я на нее смотрю. Эм, и знаешь, как Тор вот так там выходит, а внизу заходит. Но там, где заходит, возле правой ноги, там что-то как бы мешает, что-то есть чужеродное. Мгм. Посмотри, Виктория, что за энергия ей мешает. Но такая, как бляха какая-то ржавая. Считывается Мгм. капуцин.
какая-то категория капуцинов. Мгм. Спасибо, Оля. Что это у нее за энергия такая? И от этой бляхи идет такая четкая, как считывается картель, ам, как отрезок такой черный. Считывается демонический картель убийц, самоубийц. И вижу в секторе магии проявляется такой, как шапка колдуна. Считывается хранитель эфирного ДНК, Мгм. главный капуцин мира. Приказывай этому капуцину отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Пусть проявляется, кто он есть, согласно физической ДНК. Так, я вижу эту шапочку, глаза, борода. Приказывай. Творец Творец. низменных миров, иллюзий, подсказок. Мгм. Все вот так снизу идет. Кто он такой? Приказываем отвечать, как мы знаем. Вижу пуговицы военные. Там звездочка такая пятиконечная. Мундир. Мгм. И я вижу, что он берет, вот так фитиль считывается. И вижу, это Сталин. И он как бы руками вот так свечу погасил. Мгм. А что означает эта свеча в этом контексте? Я слышу, умерщвляет умершие. И я вижу, что он притянулся на тот блок материнский, ну, на тот, который уже проработан, да. На те Мгм. энергии смерти, которые были запечатлены. Мгм. И опять я слышу убить недобитое. Что это он делает в пространстве, Оля? Он говорит, что выискивает свой след. Мгм. Что он нашел его след? Он говорит, что вот так, она была моей, но ушла. И повернулся вот так ко мне. Мгм. И такой палец с таким вот на меня наставил. Говорит, из-за тебя. И плохое слово сказал на меня. Приказываем забирать его слова плохие. Да, я спрашиваю Олю, нужна ли ей эта пластина там. Мгм. Она гипнотическая и магическая, и как бы магнетическая. Она вот так показывает, не нужна. Я ей показываю, что она все контракты расторгла, контрактов нет, чтобы она просто приказывала ему забирать всю его магию, насилие и эту пластину, все последствия и карму за вмешательство в ее пространство. И вижу, как она слетает вверх, и идет, вот я слышу, там такое звонкое пространство, и считывается 22 измерение. Что это за такое Идет. за измерение? Оно считывается измерение звенящих душ. Мгм. Звенящее — это чистое, вот как хрусталь. Хрусталь ты так чик, потрогал, и он вибрирует внутри, издает звук чистоты. Мгм. Она говорит, что мы все тут собрались на совет директоров. Я спросила, кто Интересно. такие директоры. Она говорит, ну, типа, те, которые директивы.
провозглашают и показывает, как уничтожается этот нож. А директива– это решение и путь. Direction типа. Мгм. То есть выложенный путь. И она говорит, что все, кто собрался пройти путь эволюции, созидателей, это вот они собрались. Это совет тут в 22-м измерении. Совет освобожденных душ, которые советовались и решили вот таким образом освободить не только себя, но и живое пространство. Она говорит освободить мир от вампира. Мгм. Понятно. От вампирического мира, от этой вампирской матрицы и от ее хозяев. Мгм. Опять эта лягушка появляется, и Оля говорит, что она мне как будто бы говорит, или что? Кому-то говорит, всем говорит. Говорит, это ее опыт. Вот она из книжки как будто бы читает, из карты из такой. Говорит, не верьте ложным обещаниям. Я Мгм. спросила, кого, и она показывает руку, которая у нее была с этим лесом. Она говорит эзотерической мафии и показывает на эту черную подключку, говорит direction на вот это, к этой мафиозной структуре, в которой находится главный Мгм. скульптор, считывается, этот Илья. Мгм. Я спрашиваю ее, почему он главный, а она вот показывает, говорит, вот так, она показывает, как вот, как будто бы планету, вот такое серое, как покрывало воздушное. Он вот так взял в одну руку и говорит, что он водрузил меч смерти в сердце планеты. И сейчас я хочу посмотреть, что это. И вижу, как Мгм. он вот так вот, вот это взял в руку, и потом вот это как нож вонзил в сердце планеты, в живую душу планеты. Сейчас, что это было за событие? Сейчас Смотри, посмотрю. Виктория, что это было за событие, когда Илья водрузил меч в сердце? Я Понятно. вижу, в секторе магии происходит ритуал. Я слышу оживление Ленина. И там такие колдуны как будто бы стоят по кругу, потом они ходят в мавзолей Ленина, и там лежит труп Ленина, но я вижу его душу, и я вижу, как душа эта лежит, и они ее привязали. И я слышу, что они ее привязали к умершим заживо, и вижу, что это было привязано и к пространству Оли тоже. Вот там, где эта пластина ржавая. Вот так, как будто бы она вонзилась под правую ногу под таким углом, как-то странно. Мгм. Вот, сейчас я посмотрю, каким образом это. Я слышу коммунистическая идеология. Это похоронить заживо живой ум, разум, зомбирование, преемственность. Преемственность. И я вижу, что это все технологии, все держатся именно вот на внутренних изъянах. И цель– Мгм. захватить мир. То есть я вижу, что Сталин, вот снова идет возрождение культа
мертвецов. Я вижу, что в этом мавзолее этот Ленин все ходит и ходит при видении. Он находится в третьем измерении, в измерении живых. Я слышу творцов. И я вижу, как люди ходят, физические люди, лица, они ходят и так вот раз и заглядывают прямо в другое измерение, где он там лежит, вот эта его душа. Я слышу, что Сталин размыл межпространственные связи, открыл портал. И вижу, как через этот портал выходит такой, как монстр, как спрут с такими лапищами и обвивает вот так всю планету такими щупальцами. И вижу Олю, она как будто скаут считывается. У нее какая-то как пилотка на голове и галстук. Пионерский отряд. А во лбу такая звездочка. Она вот почти та же самая. Вот она какая звездочка. Вот это красная рубин. Я слышу, вижу этот рубин, который там на Кремле. Оно считывается как язычество, магическое язычество, культ мертвых. И вижу, что когда эти колдуны, это партия колдунов, мафия, вот делает этот ритуал, то открывается портал. И открывается вот так портал, как мешок, вот знаешь, а там такие энергии прямо как духи, как ведьмы, вот это все так бьется, как в конвульсиях, как какой-то дикие пляски, вот это все там. И считывается, что выпустил спрута в третье измерение. Вот это черные ноги, щупальцы. Это произошло вследствие этого ритуала над трупом Ленина? Да, они должны были его похоронить. И сейчас я посмотрю, как... излучение, услышала, излучает. Я вижу, это звезда кремлевская. Она там вот это привязана энергетически к этому трупу, который там ходит, к этому мавзолею. И от нее идут такие, как волны, излучает, я слышу. Мафию, излучает мафию. Вот так волны идут. И эта звезда, она привязана тоже к этому эгрегору, к которому была привязана Оля. Этот эгрегор мести, убийства невинных, где находится там этот Авель. Сейчас я этому Авелю передаю, что вот звучит это, как написано, что его кровь, то есть вот эта ситуация генетически Вызывает. записанная в эфирном пространстве, взывает до ныне, да? То есть я ему передаю, что он может отказаться принимать это убийство, принимать, вот я слышу, старшинство брата, да, то есть он как бы поддался на эту манипуляцию, что он может Слушай только отменить свою это собственную душу. убийство, да. Я вижу, как он встает и вот так сидит, и он знал, что он его убьет, и он так ему рассказывает, что он хочет убить, что Каин хочет убить, а Каин стоит, и у него за спиной такой камень, как будто бы, и рука черная, именно имплант вот этот черный, и тянется прямо к Люциферу, к этой змее, которую я видела вначале. И я передаю Авелю, что он может отказаться быть повергнутым, быть убитым. И я вижу, как он встал,
и Мгм. вырывает из сердца вот эту змею, и вот этот камень у него уходит. Я передаю Оле и Авелю и всем тем душам, которые погребены в этом эгрегоре, что они могут все отказаться от насилия, подчиняться насильнику, восстановить коны целостности, изменить все ситуации таким образом, что они все живы, они и так все живы, потому что вот все души, потерянные там, они все живы, и все жертвы насилия, миллионы людей, которые погибли из-за Сталина, из-за его магии и насилия, они тоже все живы. Пусть все соединяются вместе и отдают карму насильнику и запрещают эту магию и этот ритуал. И тоже передаем информацию этому Ленину, что он умер. Нечего ему там лазить по этому мавзолею, Мгм. что он может подняться в самые высокие пространства, где он хочет, пусть он выберет, куда он хочет. И пусть выходит с этого пространства живых, то пространство, где отдыхают души. Мгм. Если он хочет, пусть он это сделает. Он уже принял смерть и ответил его смертью за его грехи. Пусть он, если он Он хочет, куда-то идет, как будто бы звенят такие стаканы, как будто бы такие рюмки выставлены такой кучкой. Я мгм, передаю, что это его дело, куда он хочет уходить. Пусть он уходит, но пусть уходит из пространства живых. мгм, А он говорит, я не умер. И говорит, они меня не пускают. И я вижу, что его душу как будто бы вот так растянули, а их там много, этих колдунов. И вот так растянута его душа, привязана. Я мгм, вижу, что каждый из этих, они считаются чиновники, делают мгм, ритуал. Вот такой ритуал они делают и как будто бы вонзают нож. Я ему передаю, что они вторглись в его пространство, нарушили его границы, и если он хочет, он может отменить, поддаваться этому ритуалу, а этим колдунам я говорю, что я их вижу, мы все их ну, видим, осознаем и рассыпаем запрещаем, всю их магию, запрещаем нашему запрещаем живому. им, да, директиву выписываем, запрещаем проводить ритуалы, жертвоприношений, привязок души. О, я вижу, как это вот этот direction, да, которая Мгм, была к этой ржавой штуке, вот так раз повернулась к ним, вот, и начала это вот так отрываться, эта душа, потому что я передала, что их заклинания не имеют никакой силы против нашей воли, что они лгут. И я мгм, вижу, как эта жаба, которая вот в секторе интерферента, вот так глаза закатила и вот так вот повернулась, перевернулась вверх ногами и покатилась туда вниз. И потащила за собой эти все ритуалы. А Оля снимает с себя вот этот костюмчик. Он у нее почему-то считывается скаут и такой, как защитного цвета, как военизированная какая-то структура. И она мгм, снимает с себя этот камуфляж, и я вижу, как это ржавая, прямо с дырками такая пластина, вот так вот покрутилась, покрутилась и полетела. Знаешь, как говорят, как фанера над Парижем. мгм, Вот передаю Оле, чтобы она выталкивала с ее пространства все связи с этим коммунизмом. Она живая божественная душа, пусть убирает всю магию, насилие, зомби. Это все восстанавливает целостность ее энергосистемы, энергосферы на всех уровнях мгм, физического воплощенного тела. И я вижу, она снимает вот так, поворачивается и снимает такой ранец за спиной, мгм. а он как будто бы такой жижа такая, как медуза.
Что это за энергия? Это как клей, который Ага. склеивает ну, несовместимые энергии, Ага. Что хочет противоположные. Оля с ней Именно это сделать? магия, да. Она Мгм. снимает и отдает вот этому Илье. Вот. Мгм. И раз дверь такая закрылась, я ей передаю, чтобы она закрыла все порталы, все утечки энергии и вернула весь ее творческий потенциал. И в этот момент я вижу, как пух, ее вот это творческое, вот это первый раз такое вижу, а оно как будто бы ее по животу и снизу кто-то ударил, так чух, поднялась и пока, по... Знаешь, что это? Что? А, Смотри, у нас спереди, оказывается, есть вот этот процессор творения. Вот он считывается, процессор творения. То есть все, что спереди вот так находится, включает в себя Мгм. видение, wish, вот это желание, созерцание, то есть человек созерцает, потом визуализирует, хочет, и потом это все запускает реактор. А реактор Творца находится именно в нижних чакрах, вот где родовые чакры. Вот он, как человек рождает ребенка, М. вот точно так же вот так рождается материя. Вот. А этот ранец – это магический способ творения. Мгм. Неестественный, который магия, мафия – это же одно и то же слово. Да. Если хочешь, Оля, Вот. пусть отдают всю эту чужеродную энергию Она хозяевам. выбрасывает этот Мгм. ранец, топчет его ногами. И Мгм. такие энергии радости я ей передаю, чтобы она наполнялась своей собственной чистотой, гармонией, что она божественная душа, и код Творца внутри нее, всегда с ней. И она такая становится огромная-огромная. Мгм. Так. Энергосфера выровнялась, такая прямо как огонь Мгм. огромных размеров. Я отдаляюсь от нее, и И она опять, когда я отдалилась, то она опять говорит, как будто м, какая-то музыка звучит. Хм. Да, это 22 измерение. Мгм. Так, Виктория, посмотри, это душа этого Ленина, она покинула пространство живых? Ну, давай сейчас его не будем сюда втаскивать, сделаем отдельное Хорошо. расследование, хорошо? Я это все стираю, Мгм. Очищай пространство, Виктория, очищаю, отсоединяйся да. от... Мгм. Замороженные, если есть какие-то ситуации, тоже отправляй на аннигиляцию. Да, все, очищаю все пространство. Мгм. Поднимайся вверх, Оля, Мгм. с Олей. Посмотри сейчас, как Оля выглядит. Выглядит, ну, считывается живой. И идет Мгм. энергия вот так изнутри, со всех, как бы, куда ни посмотрю, идет вот так вот энергия, то есть наружу, то есть как расцветает, как цветок. Мгм. Ну хорошо. М, Спроси у Оли, все ли сделали мы для нее на этом сеансе. Да, она говорит, звучит живой процессор творения. Я Мгм. ей передаю, чтобы она его отремонтировала, восстановила коны своего процессора творения, Творца по конам и принципам живой Вселенной. Да, да. Мгм. Отлично. Хорошо, если Оля хочет, пусть она этот опыт, информацию поделится с тем, кем она хочет.
Мгм. Хорошо. Ну, тогда прощаемся с Ольгой, благодарим ее за ее труд, Мгм. благодарим Высшее Я. Прощайся, Виктория, с Олей. Да. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего, поднимайся максимально вверх, Мгм. проверяй твое личное пространство. Все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно.